Бутыль высотой 50 см наполнена водой. Определите давление только столба воды на дно бутыли. Известно о том, что высота столба воды H равно 50 см. В бутыле вода. Нужно определить давление. Мы знаем о том, что давление жидкости определяется высотой столба этой жидкости. Известная формула, что P равно плотность жидкости умножить на высоту столба и умножить на G. Начнем с самого начала, с определения непосредственно давления. Что собой представляет давление? Давление представляет собой не что иное, как отношение силы, деленное на площадь, на которой действует эта сила. В данном случае сила – это будет вес воды, которая находится в этой бутыле. F будет равно масса умножить на G. Нам неизвестна площадь. Поэтому будем считать, что мы ее пока знаем. Для того, чтобы определить массу, мы должны знать объем этой жидкости и умножить на плотность жидкости. В данном случае объем определяется как площадь в основании умножить на высоту. В этом случае масса у нас будет равна чему? Площадь умножить на высоту умножить на плотность. Ро воды, табличная величина, это 1000 килограмм на метр кубический. Так, масса известна. Давайте посчитаем, какое она будет создавать давление с этим весом, если массу умножим на G. Итак, вверху числитель должен быть вес, масса умножить на G. Массу мы определяем как объем на плотность. S умножить на высоту, умножить на плотность и умножить на G. И поделить на площадь основания. S, как видите, сократилось, и мы получили известную формулу, которую в очередной раз подтвердили. Равно высота умножить на плотность и умножить на ускорение земного тяготения. Подставляем значение. P равно 50 сантиметров. Умножаем на плотность на 1000 килограмм на метр кубический. И умножаем еще на ускорение земного тяготения G. В данном случае будем считать, что G у нас равно 10 метров за секунду в квадрате. 10 метров за секунду в квадрате. Можно брать другое значение, которое дается в таблицах, но обычно дается либо 10, либо 9,8. Берем 10. В данном случае в этих множителях несистемное значение это сантиметр. Но сантиметр это можно определить как метр, деленное на 100. Ведь в одном метре 100 сантиметров. Поэтому метр, деленное на 100, это будет как раз 1 сантиметр. Подставляем вместо этого сантиметра его вот это выражение. Так, P равно 50 метр делить на 100. Умножить на 1000 килограмм на метр кубический на 10 метров за секунду в квадрате. Давление – это сила на площадь, значит, должно быть ньютон на метр квадратный. Посмотрим, как мы их получим. Вот килограмм на метр на секунду в квадрате. Это у нас что иное? Это у нас как раз получается ньютон. А вот этот метр мы сократим с одним из показателей. У нас будет здесь метр квадрат. Получается ньютон делить на метр квадрат. Вот это значение. Мало того, еще эту сотню можем сократить с этими двумя нулями. В конечном итоге мы получаем вот такое выражение. 50 на 10 и на 10 ньютон на метр квадрат. Переписываем 50 умножить на 10. То, что осталось, умножить на 10 ньютон на метр квадрат. Мы получим значение, что P равно 5000 ньютон на метр квадратный. А ньютон на метр квадратный мы знаем, что это паскаль. Или P равно у нас 5000 паскалей. Или можно избавиться от нулей и записать, что это P равно 5 килопаскалей. Так, давление P равно 5 килопаскалей.